Переносим рисунок на ткань, и я выделяю основные линии желтым акварельным карандашом. Это те линии, по которым я вышью желтый стеклярус. Они равномерно у меня распределены по всему рисунку. И я вижу, где у меня основные направляющие. Стеклярус я пришиваю где-то с промежутком в 2 холостые петельки, где-то я пришиваю его с промежутком 1 холостая петелька. Смотрю, как мне больше нравится и где какой ритм мне хочется выдержать. Но стараюсь его чередовать равномерно по всему рисунку. Сначала я вышиваю все линии, которые у меня должны быть вышиты стеклярусом, и потом буду вышивать уже другие полосочки. Обратите внимание, что здесь вот в начале я делаю закрепку в одну дырочку, да, вот несколько петелек, но в шифоне можно увидеть, что дырка получается очень большой, и мне это не совсем нравится на шифоне, поэтому основную часть закрепок я сделала по второму варианту, как я вам показывала в первом модуле. Вы, конечно, можете выбирать сами, смотреть, как у вас реагирует ткань на определенный вид закрепки, но желательно, чтобы большой дырки у вас не оставалось. Чем рыхлее ткань, чем жестче нитка, тем больше может у вас получаться дырочка при закрепке. А этого мы должны избегать, чтобы работа была визуально как можно более аккуратной. И можно увидеть, как где-то я чередую по одному стеклярусу, да, пришиваю, а где-то вот я пришивала по 3, по 2 подряд без холостых промежутков между ними. То есть вы можете заранее продумать, посмотреть, как вам хочется это сделать, и потом уже вышивать. Или же сразу по ходу в процессе работы пробовать, экспериментировать и чередовать дорожки с разным ритмом. Итак, вот такие линии получились вышитые в работе. И теперь можно будет заполнять остальным бисером промежутки между основными дорожками.
я беру сначала рубку и начинаю пришивать ее между желтыми дорожками. Еще у меня будет желтый круглый бисер и круглый коралловый бисер, который точно так же я в разном ритме буду пришивать к ткани. Ритм можно чередовать любой, по 2 бусинки, по 1, можно плотно пришивать, то есть можно делать это совершенно по-разному. По 2, по 1, можно плотнее, можно реже. И сейчас я еще покажу вам, как изменить ритм. Например, если вы захотели больше разрядить работу, и вы уже пришили, мы тогда берем просто плоскогубцы и сразу же на ткани берем и убираем лишний бисер, где нам это необходимо. Дальше я беру коралловый бисер и смотрю приблизительно, где я буду его пришивать в работе. И тоже обращайте внимание, чтобы каждый цвет у вас был равномерно распределен по всей работе, чтобы вы не пропустили какую-то одну из сторон, потому что визуально тогда сразу будет дисбаланс у вас в работе. Поэтому можно заранее посмотреть, где какие дорожки вы будете вышивать каким цветом.
переходим к заполнению треугольников. Я использовала в вышивке кораллы, потом стеклярус и два вида бисера, круглый коралл и желтый, и еще один вид бусин. Ниточки у меня мулине Мадейра вискоза с переходом цвета. И теперь нужно подбирать фурнитуру так, выкладывать, чтобы она вся у нас сложилась именно в форму треугольника, чтобы форма треугольника была максимально выдержана и не ломалась. Нужно заполнять аккуратно все края, углы, и тогда все будет получаться ровненько. Для того, чтобы создавать объем, мы просто к стеклярусу добавляем с одной и с другой стороны бисер, поднимая стеклярус или же опуская его. Точно так, когда мы делаем и цветочки со стекляруса, мы благодаря бусинке по центру создаем такой небольшой объем. Основной принцип это то, что все те материалы, которые у вас используются в россыпи, должны равномерно чередоваться. И рядом не должен практически повторяться один и тот же материал или же прием пришивания этого материала. То есть где-то должен быть объем больше, где-то объем ниже, и постоянно идет чередование этих элементов. Сначала может казаться, что это просто какой-то хаос, но на самом деле хаоса нет, а мы все выкладываем, придерживаясь именно этой схемы. Потому что если в одном участке будет собран, например, только стеклярус или только одни кораллы, это уже не будет так смотреться, как россыпь, чем когда у вас будет равномерное чередование всех этих элементов.